Приветствую вас, дорогие рыбы! Это ваш новый расклад на август месяц. Итак, давайте смотреть, какие события будут ожидать вас в начале, в середине и в конце августа. С вами сейчас быстренько посмотрим самые важные события этого месяца. Итак, начало августа. Что ожидает рыб? Карта Император. Император– это тот, кто владеет чем-то, да, или тот, кто имеет масштаб своего влияния. То есть эта карта показывает именно вас, скорее всего, когда вы захотите реализовать какие-то свои дела, когда вы имеете четкий план, стратегию по реализации своих планов, да, то по решению каких-то ваших личных задач. То есть вы уже выстроили все ходы наперед. Эта карта говорит про то, что вы можете расширить свой бизнес на какую-то более большую аудиторию, на какой-то более широкий масштаб, да, то есть есть момент захвата какой-то территории. Эта карта говорит про то, что вы знаете, как вам действовать. Вы и в отношениях, и на работе, и в каких-то личных партнерских взаимоотношениях, в дружбе вы контролируете ситуацию. То есть вы четко знаете, чего вы хотите. Эта карта показывает нам лидера, то есть человека, за которым идут, к которому стремятся, к которому обращаются с различными вопросами. Поэтому здесь мы можем сказать про вас, что вы очень так энергично начнете этот месяц, вы будете очень уверены, вы знаете свое положение, вы знаете, к чему вы стремитесь, вы знаете свой статус, вы знаете то, чем вы обладаете, какими навыками, и вот это все дает вам уверенность и, можно сказать, даже превозносит вас над другими людьми. То есть вы здесь решаете, вы управляете ситуацией, вы должны разрешить какую-то ситуацию, и вам это будет легко. В то же время, если карта вдруг не показывает вас, то карта может говорить про мужчину, который будет у вас в начале месяца, и, скорее всего, именно знак зодиака будет Овен. Этот мужчина может быть вашим руководителем, наставником, то есть тот, кто над вами, да, по статусу. И этот человек будет управлять ситуацией. Тогда не вы, а этот человек. То есть он здесь как руководитель будет давать задания. Вы должны будете четко все выполнить. То есть момент контроля над вами. И этот контроль будет осуществлен вот именно этим человеком, который такой властный, энергичный. То есть в какой-то момент вам может даже показаться, что этот человек управляет вашей жизнью, но в то же время и вы можете управлять. То есть если у вас есть такой статус или в каком-то моменте в вашей жизни на вас лежит ответственность, то карта говорит про то, что вот вы главные сейчас, вы как бы серьезно на что-то настроены. Вы знаете, куда вам двигаться, вы знаете, куда вам идти. Можете также отправляться с каким-то человеком в какое-то путешествие здесь. Но это именно такое что-то крепкое между вами, надежное партнерство, где ам, есть момент контролинга и четко спланированные ситуации. Итак, смотрим с вами в середине месяца, что ожидает вас. То есть паш– это карта нам обычно показывающая ваших детей, пожилых родственников или ваших домашних питомцев, либо же ваших племянников, внуков. То есть будете проводить вместе с ними время. Обычно жезлы– это у нас овен, лев или стрелец, поэтому человек может быть такого знака зодиака. Либо же просто карта может говорить про то, что вы будете активно с ними проводить время. Вы можете там, например, изучать какую-то новую окрестность, новую территорию, даже вот сами лично. Можете новым чем-то начать увлекаться в плане спорта, либо с вашими детьми, например, там, да, или там с внуками, либо же, например, сами что-то новое решили для себя попробовать. Либо вы начинаете, например, бегать по утрам, либо вы записались в спортзал и начинаете чем-то заниматься, либо это какой-то новый вид спорта, который вы решили попробовать. То есть, смотрите, здесь у нас идет 5 колес, да, есть такая уверенность, это не обычные ролики, есть уверенность, есть энергия, азарт, желание что-то делать. И здесь есть перо, да, то есть карта показывает нам легкость. Вы будете легко передвигаться, вам будет интересно делать то, что вы будете делать, да, это момент даже такой, можно сказать, физической нагрузки и действия одновременно. То есть вы можете, например, там кататься на лошади, вы можете заняться каким-то видом спорта. Вы можете начать обучать своего питомца, там, собаку, например, да, дрессировать.
вашу собаку, да, то есть здесь есть момент такой активности, то, что вы, возможно, раньше не делали или давно не делали, и вот снова вы как будто бы что-то начинаете. Также карта может говорить про то, что может кто-то сделать вам какой-то неожиданный подарок, и этот подарок вас обрадует, да, даст вам энергии какой-то, придаст. Вот такой момент. Либо подарок будет связан с какой-то небольшой поездкой и встречей. Так, давайте смотреть конец месяца. Так, конец месяца. Что ожидает? В конце месяца у вас выпадает карта туз кубков. Туз кубков– это такая наполненная чаша ваших чувств, положительных эмоций. То есть все, о чем вы мечтали, может реализоваться в конце месяца. Вы можете получить какую-то очень хорошую новость. Это может быть даже момент примирения с кем-то. Это может быть момент встречи, которую вы давно ждали. Это в целом карта показывает момент подарка от высших сил. То есть сейчас ваша чаша, она наполнена какими-то позитивными чувствами, позитивными моментами. Может даже прийти к вам какое-то предложение, допустим, да, от которого вам будет сложно отказаться, потому что оно настолько будет вам привлекательно, что вы от него будете очень счастливы. И карта вообще говорит о том, что эмоции ваши будут как бы очень возвышенными, и все будет происходить очень благоприятно. Это может быть предложение, например, там о поездке какое-то, предложение там сменить автомобиль, предложение как бы работы какой-то. В целом любое предложение, которое даст вам положительные эмоции. И тут еще есть такой момент, что ваше эмоциональное состояние может поменяться из-за общения с кем-то. То есть здесь вы как будто бы встретите того, кого вы давно не видели, сможете помириться, например, с кем-то, либо вы сможете найти человека, с кем вы хотели продолжать отношения. То есть, да, здесь есть такой момент, что-то проясняется в вашей жизни, какая-то сложная ситуация уже уходит из ваших отношений или ваше внутреннее такое чувство, которое вас тяготило. Здесь уже все. Высшие силы дают вам вот эту возможность. Что-то такое благоприятное, что открывает для вас новые перспективы. И здесь вы уже чувствуете себя счастливыми. Это могут быть моменты новых встреч, знакомств, моменты новых чувств, влюбленности, да, это момент признания в чувствах. То есть здесь такое все радостное для вас в этот момент произойдет. То есть в конце месяца вы почувствуете именно прилив энергии, прилив сил, прилив спокойствия, и вот эта чаша, она как бы наполняется тем, что высшие силы вам в этот момент тоже дарят вот эти положительные эмоции. Все будет складываться, можно сказать, чудесным образом. Ваши мечты будут воплощаться, ваши какие-то новые начинания, стремления. Вот это все высшие силы как бы благословляют, да, и дают вам энергию для того, чтобы вы двигались дальше. Вот такая замечательная карта на конец месяца для вас. И давайте смотреть от колоды «Романтика и любовь» тоже вам подсказочку. Для кого-то карта, кстати, туз кубков может обозначать момент беременности. То есть очень хорошая такая благоприятная новость тоже может быть в конце месяца. Итак, подсказка для рыб. Так, у вас выпадает карта, она называется «Иллюзии». И тут сказано, осознавайте любовные иллюзии, ясно смотрите на реальность. То есть вам карта говорит о том, чтобы вы как бы трезво, да, смотрели на какую-то ситуацию, на какие-то отношения, не впадали в иллюзии и понимали, что какие-то отношения могут быть не настоящими, да, какими-то притворными, да, какие-то могут быть настоящими. Поэтому в этом месяце главное это концентрироваться и выходить из иллюзий. Вот такой момент. И давайте еще одну подсказку вам. Как бы карта вам просто как совет идет на этот месяц. Вы должны присматриваться к людям, которые вас окружают. И на колоде «Духовное древо» сегодня еще одна подсказка для вас. Что ожидает вас, рыбы? Давайте смотреть. Карта называется «Счастливый». Примите любовь и будьте счастливы. Вот такая замечательная карта. В целом она подходит нам под весь расклад, да. То есть какие-то иллюзии у нас рассеиваются, и вы
четко смотрите на реальность, какие события у вас происходят, да, вы уже не летаете где-то в облаках, а вы четко воспринимаете ситуацию. Карта говорит нам о том, что в вашу жизнь входит любовь, новые отношения. И как будто бы вся Вселенная хочет, чтобы в этом месяце вы почувствовали себя счастливыми. Поэтому все события будут в этом месяце складываться лично для вас наилучшим образом. И действительно, под конец месяца вы почувствуете вот этот приток энергии, прилив сил и момент наивысшей радости, так скажем, да, в ваших каких-то отношениях, в чувствах. И вот это счастье, оно будет вас наполнять. Вот такая замечательная карта на этот месяц. Заканчивает его и в целом дополняет весь этот расклад. Это был расклад для тех, кто родился по знакам зодиака Рыбы. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Мне будет очень приятно видеть вас снова на моем канале. Ставьте лайки, поддержите канал, мне будет тоже очень приятно. Пишите ваши отзывы, как у вас проигрался месяц. Будет тоже интересно прочитать. Желаю вам всего наилучшего в августе и до новых встреч. С вами была Мелисса. Всем пока-пока.